А вот такой в моей комнате потолок. Ой, это ж не моя. Это ж соседняя. Здравствуйте, дорогие зрители! Что ж, первое видео по вашим просьбам. Обзор на мою самую большую полусамоделку и единственный совместный с кем-то проект. Моя рабочая комната. Сразу хочу сказать, что никакой особенной задумки или дизайнерского решения в ней нет. Просто в какой-то момент случилось так, что... Я родился. И с тех пор наполнение комнаты постоянно видоизменялось и мутировало под стать сиюминутным задачам и требованиям. Что ж, начнем, пожалуй, с рум-тура. Входим в комнату, будем следовать против часовой стрелки. Первое, что нас встречает, это двухэтажная кровать. На первом ее ярусе я сплю, а второй – это гигантская полка. На этой полке стоят несколько коробочек с деталями, прибор ученого с обслуживающей техникой, огромный ящик с лего несовместимыми деталями, ждущими своей участи, несколько органайзеров, пара осветительных приборов и ящик для реквизита. Также прямо на втором этаже стоит стол. Я использовал его, когда снимал на прозрачном фоне с нижней подложкой, но сейчас он выполняет роль импровизированного стеллажа, на нижней полке которого наборы, что будут выходить в рамках сюжета Ильича Ильича, а на верхней те, которые выйдут когда-нибудь после. Естественно, все это прикрыто в избежание спойлеров. Кстати, модели у меня сейчас тоже прикрыты, но это не потому, что я пытаюсь их скрыть, а потому, что я их сейчас мою и фотографирую. И чтобы они не начинали пылиться снова, помещаю их сначала в пакеты, а по мере появления денежки переселяю вот в такие коробочки, в которых их будет хоть сколько-нибудь видно. К теме безнадежной пыльности моей комнаты мы еще вернемся. В этом углу прячется самый маленький навесной комод. В нем располагаются запасные лампочки, оптика для фотокамеры и расходники для обслуживания компьютера. Вот, собственно, сам компьютер, как и монтажное место. Под монтажным местом располагается тумбочка. Сверху у нее сохнут модели после мойки в полуразобранном виде. Внутри этой тумбочки оборудование для обслуживания дронов, коими я уже давно не увлекаюсь. Ну и всякая документация. Над монтажным местом находится навесной комод с таблетками первой необходимости, небольшим загашником еды, сценной Blurred Gates в раскрученном виде, парой пластинок с минифигурками и чернилами для принтера. Дальше между двумя комодами располагается такая полка, на ней кассетница и трижды настаканные модели. И последний навесной комод, который по большей части тоже заполнен постройками. Правда, на его средней полке есть вот такой альбом. Когда-то давно, еще до введения закона о самострое, везде были такие маленькие киосочки. В них я покупал минифигурки в коробочках, и лицевую сторону таких коробочек я вырезал и вклеивал в этот альбом. На нижней полке этого комода располагаются учебники, что мне удалось не сдать в библиотеку школы и колледжа. Дверцы этого комода завешаны конспектами, еще школьными, в основном по физике и информатике. Под ним стоит принтер, ночник, карандашница с карандашами, а еще тут лежит катушка ниток, которыми я сшиваю сценарии. Все это стоит на комоде, который является основным хранилищем деталей. Они там вот в таких органайзерах и набиты методом Тетриса. Правда, на нижней его полке несколько осветительных приборов для хромакея, поворотная платформа и куча рукописных конспектов с колледжа. Кстати,
Ящики из этого комода нельзя выдвигать полностью. Одного только среднего ящика будет достаточно, чтобы его опрокинуть. Этот комод полностью не мой, поэтому мы в него заглядывать не будем. После него следует небольшая сцена для ежедневных съемок. Да, я каждый день фотографирую от 1 до 3 моделей для слайд-шоу техники, так, чтобы работа над этим проектом шла параллельно остальным и не вредила им. Противоположная стена начинается с огроменного шкафа, уже как 15 лет основного хранилища для моделей. Когда-то вся моя коллекция занимала в нем всего одну полку. Внутри этого шкафа даже проведено электричество. Стоят 3 лампы. И возвращаясь к теме безнадежности борьбы с пылью. Вот я сейчас протру тут пальцем. Знаете, сколько я не протирал в этом шкафу пыль? Неделю! Всего за неделю в моей комнате образуется вот такой слой в закрытом шкафу. Это просто кошмар. На его нижней полке стоят ящики с деталями, которые я не сортирую. Также он имеет 2 выдвижных ящика. На верхнем находятся инструкции и настольные игры. На нижнем еще одна папка с инструкциями, папка со сценариями и преимущественно книги. Дальше вдоль этой стены располагается диван. На нем спит моя мама, которая меня кормит, поет, одевает, и благодаря которой я имею возможность снимать видео, а не помирать на работе. Этот диван – единственный предмет мебели в этой комнате, который старше меня. Его возраст уже дает о себе знать. Поскольку на этом диване спят, над ним нельзя было расположить ничего объемного. Поэтому тут было повешено 2 стеллажа для парфюмерии. Кстати, я хочу сделать им дверцы из акрила, протянуть по периметру магнитную ленту и буду надеяться, что такой герметизации будет достаточно, чтобы хранить в нем модели без коробок. И последнее – бельевой шкаф. Белье, я думаю, вам не будет интересно. Сбоку на нем висит вот такой тканный органайзер, заполненный постройками. Сверху этот шкаф тоже заставлен моделями, причем аж в 2 яруса. Кстати, верх того шкафа – единственное место, где модели не стоит. Там самая пыльная зона, если не считать подкроватного царства. И последняя полка, на которую мы тут посмотрим, вот это. Здесь прячется последняя пластинка с минифигурками, те самые дроны, которыми я давно не увлекаюсь, чемодан со стадикамом, куча коробочек, малые фоны, кое я очень редко использую, и большая вот эта вот картонная коробочка для других коробочек. Что ж, по рум-туру на этом все, и мы переходим к возможностям по трансформации. Как я трансформирую комнату? Да очень просто. Диван собирается, и все. На освободившемся месте уже и выстраивается хоть съемочная площадка для Ильича, хоть съемки с хромакеем, хоть фон для очень больших коробок. И съемки по колледжу я тоже проводил тут. Правда, для каких-то более многоплановых композиций уже приходилось прибегать к большой комнате. А на этом, по внешнему осмотру и метаморфозным возможностям моей комнаты, все. А значит, переходим к части, которая, я полагаю, больше всего интересует большинство из вас. Сортировка деталей. Как показывает мне наблюдение, большинство сортирует детали по цветам. Я пробовал этот метод при сборке «Защитника справедливости», и он мне не понравился. Мне было тяжело найти определенную деталь среди кучи точно таких же по цвету деталей, сливающихся между собой. Мой метод сортировки – это сортировка по категориям. У меня отдельный органайзер для малых пластинок, пластинок толщиной 1, толщиной 2, модифицированных пластинок,
наклонных пластинок, техник пластинок, пластинок для крепления колес, тайлов, бракетов, бриков толщиной 1, бриков с пинами по бокам, техник бриков, модифицированных бриков, отклоняемых бриков, слопов, бриков с дугами, арок, стенок, конусов и тарелок, автомобильных деталей, самолетных деталей, минифигурок и аксессуаров к ним, деталей для оружия, палок, декоративных деталей, отдельные коробки для вертолетных пилонов, самолетных носов, бриков 2 на 2, бриков толщиной 2, рельс и растений. Ну и еще вот такое количество ящиков с разносолом, в которых что у них в ячейку влезло, то и хранится. Внутри каждого органайзера отдельный вид деталей занимает свою ячейку. Причем, как вы могли заметить, многие детали одного вида и одного цвета у меня скреплены между собой. Да, вот таким вот образом еще и сортировка по цветам тоже происходит. Это очень экономит пространство. Для примера, вот вам емкость, заполненная с горкой пластинками 1 на 2. Крышка не закрывается. А вот я их скрепляю, и сколько высвобождается места. Как результат, один органайзер для пластинок смог вобрать в себя 1,5 килограмма конструктора, а рекордсмен, органайзер с бриками, весит 3,5 килограмма. Немного иначе, у меня отсортированы пластины больше, чем 3 на 3. Они в 2 вот таких ящиках и расфасованы по пакетам вместо ячеек. Колеса, лобовые стекла и часть техник деталей я не сортирую. Они в одной большой куче. Также плюсом этой системы является крайняя экономия пространства, ибо как и детали занимают самую малую ячейку, в которую влезают, так и сами ящики можно уложить как блоки тетриса очень плотно. Однако, если тебе нужен самый нижний ящик, придется вывернуть всю полку. Еще парой минусов такой системы является достаточно долгая сортировка и требование кучи органайзеров, не все ячейки в которых будут эргономично заняты. Помимо этого, есть проблема конкретно моей комнаты, которая заключается в том, что ящики рассованы по разным углам, и очень часто приходится бегать от одного ее конца к другому. Что ж, а на этом я, пожалуй, рассказал все, что смогло прийти ко мне в голову. А значит, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. И спасибо за просмотр.